Бывало же иногда в жизни у вас так, когда предки, близкие или родственники палили вас в процессе нехороших делишек? Нормально мы от мамки, короче. Я тебе говорю, она не узнает, братан. Нормальный. Нормальный. Давненько я не выпускал на своем канале школьные пакости, где отдельные категории заслуживают рубрика Когда спалился. Так что 10 тысяч лайков, и новый ролик не заставит себя долго ждать. Кстати, сигначу в конце ролика, а сегодня я вам расскажу историю о том, как я впервые закурил в 9 лет, а также о том, как меня спалил батя. Короче, дело было приблизительно в 1999 году. Мама с батей отправили нас с брательником на лето к бабушке в село, где мы всегда могли ощутить эффект полной свободы, пребывая в деревне. В деревухе у меня был кореш Серега, мой ровесник, а у него брат, ровесник моего брата. Старшие тусовались отдельно, ну а мы мелкие, когда нам было вкрай скучно, пытались примкнуть к их компании. Бля, слышишь? Чтоб такого подделать нормально. Я видел, там пацаны пошли курить. Да. Да, прикинь. У них сигаретки были. Я думаю, они там не докурили, можно было бы бычка какого-то цапнуть. Те времена запомнились тотальной скукой, от чего приходилось самостоятельно искать развлечений на свою задницу, часть из которых были весьма опасными как для здоровья, так и для жизни. Но однажды мы с Серегой запалили, как старшие, замутили у моего дяди из пачки пару сигарет и скрылись на заброшку. Мы понимали, что пацаны хотели попробовать закурить, отчего интерес к этому процессу возрастал с каждой минуты слежки за пацанами. Мы их в конце концов выследили, дождались, пока они докурят и бросят бычки, чтобы их потом поднять и докурить. Но старшие братья докурили приму без фильтра до самого основания, которое потом растоптали на земле, и испепелив наше с Серегой желание отведать сигаретного дымка в тот день. Но неутолимый интерес сопутствовал нас в тот день испробовать сигаретного дыма. Шаг за шагом мы следовали в село в поисках сигаретных окурков, но так и не смогли их найти. Как тут Сереге в голову приходит гениальнейшая идея попробовать покурить листья вместо сигарет. И тут малолетнюю голову осенила идея, а почему бы и нет? Скорее всего, в сигаретах тоже используются листья, подумали мы, потому надо что-то предпринять. Братан, что там? Ты что, мне типа сбегать за газетой, да? Да, Вот, я побежал. Давай. Пока я бегал за газеткой к бабушке домой, Серега собирал листья разных сортов по кустам, пытаясь найти формулу идеального табака. Точнее, его заменителя. Я примчался с газеткой к Сереге, забыв прихватить с собой спички, от чего пришлось бежать обратно. Короче, вся эта движуха с поиском курева нас нехило так утомила, но уже в конце дня мы заполучили то, ради чего все это было затеяно. Возможность испробовать заветного табака из листьев, завернутого в газету. Было, конечно, страшно делать первую затяжку, но интерес брал свое. И как только дым сгоревших листьев попал в легкие, я понял, что это полнейший пиздец. После первой же затяжки у нас с Серегой разразился сильнейший кашель, который остановить было попросту невозможно.
Мы кашляли настолько сильно и громко, что, казалось бы, нас слышало полдеревни. Первое впечатление от скуренных листьев было не совсем приятным и совсем не оправдало наших ожиданий. К тому же в тот день без предупреждения к бабушке приехали мои родители, которых я в тот момент увидеть никак не ожидал. Придя к бабушке домой, чтобы запить или закусить горечь от сигарет собственного производства, я увидел маму с отцом, которые без особых усилий унюхали во мне странный и довольно-таки неприятный запах. Конечно, я рассказал об этой ситуации Сереге, и мы пытались как-то выкрутиться в глазах родителей, но наши попытки разрулить ситуацию были столь безуспешны, как и попытка заменить табак листьями. Давай, Петюня, нормально отсняли. Короче, ребята, в этом ролике на съемку согласился самый нормальный мой кореш. Это братуха Леха. У него нету канала, но у него есть Инстаграм. У меня есть Инстаграм, подписывайтесь на него, ссылочка будет в описании, или тут, или где-то там, или там. Для того, чтобы у него была мотивация сниматься в других моих роликах, правда? Да, братух? братан. Да? Давай, Петюнь. Домой, братуха. Поехали, поплыли, заводи мотор. Вам, наверное, интересно, что же было дальше. Как отреагировал батя на то, что я в 9 лет накурился этой листвы. На самом-то деле, я пришел домой, от меня несло очень жестоким запахоном, который просто учуять можно было за сотни километров. Мы курили, по-моему, тогда кленовые листья вперемешку с какой-то там крапивой, с вот этой херней, понял? Вот, мы, короче, мы так накурились, как паучата просто, уже голова кружится, тошнит, головокружение, ну просто, я тебе говорю, я думал, что я в обморок упаду. Я прихожу домой, и батя такой: здравствуйте. Говорит: сину, чим-то від тебе пахне? Я говорю: да это папа, ну типа с Серегой, короче, костер жег, понял? Он такой: да, типа рассказывай. Типа говорит: что, типа листья курил? Я говорю: да не, ты что? Он такой: да. Короче, батя спалил, но ничего не сказал, типа говорит, что, ну, это типа листья это плохо, да и вообще сигареты это плохо, лучше не курить, тем более в таком возрасте. Я веду это все к тому, что мы всегда, вот в детстве мы боялись, что нас запалят родители за тем, что мы курим, и просто будет что-то страшное. На самом-то деле ничего страшного не произошло, но тем не менее, я не знаю, что стало поводом того, что я начал курить, потому что у бабушки, когда мы там, ну, просто баловались этими сигаретами, это было действительно, ну, как-то так ребячество, знаешь, мы просто баловались этими сигаретами. А уже когда мне стукнуло, ну, там, лет 13-14, да, 15, вот тогда было действительно жестко. Я курил много, я курил до хрена, и тем самым я попортил свое здоровье. И приблизительно в 23 года, да, если не ошибаюсь, или в 22, где-то 22-23 года я полностью и окончательно решил бросить курить. Но бросил я не потому, что я захотел, ну как бы, да, а из-за того, что мое самочувствие и самосостояние действительно ухудшилось. Я по утрам начал кашлять, меня тошнило, головокружение, то есть это было уже регулярно. И учитывая то, что я по утрам никогда не курил натощак я не курил. Вот, тем не менее, для себя я понял, что если я буду продолжать курить дальше, мне будет становиться только хуже. И мораль этой истории такова. Сейчас, ну вообще не модно курить. Не модно, не здорово и не круто. Это абсолютно не то, чем может себя занять молодой человек перспективный, да, у которого вся жизнь впереди. И взять просто, потратить деньги на то, чтобы отравить свое здоровье. Вася, ты что гонишь? Потому, господа, на своем примере я вам говорю, курить это полная параша. Вот просто травить себя за свои же бабки, это прям вообще не кайф. Не курите, пацаны. Берегите свое здоровье. Как бы банально это, бля, не звучало. Нормально. Нормальные сигны. Что ж, господа, сигны в этом ролике получают
Стас Егоров, Александр Вахтеров и Ваня Иванов. Делаю репост этого ролика или у меня на странице ВКонтакте, или тут на Ютубе. И получаю привет следующим. Гэнгст. Скажи вот так, подожди. Скажи вот так. Давай. Пацанва, кто подпишется на мой инстаграм, Ага. получит плюс 1 сигну. Совместную, ёпта. Бой. 20 тысяч. Чуєш? Щось ці сигаретки якісь були, наверное, хуйові. Дідовий укроп. Поел укроп. Бабина петрушка.